Перед вами невероятный пирог из теста фила. Мы приготовим пирог с камамбером, грушей и медом. Это очень вкусно. Кстати, полный список продуктов я уже подготовила для вас под видео. Обязательно сохраните этот рецепт, чтобы не потерять его в ленте. Многие спрашивают, чем вообще фила отличается от слоеного теста. Так вот, если обычное слоеное тесто – это книга с толстыми страницами, то фила – это пачка папиросной бумаги. В нем почти нет жира, что делает его отличной основой для легких десертов. Я давно смотрела на него в магазине и решила попробовать. Взяла упаковку за основу, а дальше все сложилось само собой. Сыр и груши как раз скучали в холодильнике. Так вот, казалось бы, на упаковке все написано, что там сложного. Но на деле вышла целая история, которой я хочу с вами поделиться. Нам понадобится пачка теста весом 400 грамм. Знаю, что меня сейчас смотрят не только те, у кого опыт в кулинарии небольшой, но и настоящие профессионалы. Для такого объема я выбрала форму примерно на 2 литра, размером 20 на 15 сантиметров. Разделяю тесто на слои, складываю их гармошкой и укладываю в форму по кругу. Последние листы пришлось немного уплотнить. Дальше берем растопленное сливочное масло и очень щедро промазываем все складки. Моя задача была в том, чтобы масло проникло как можно глубже, попадая в каждый слой. Именно это дает ту самую знаменитую хрусткость, за которой мы любим штрудели и слойки. Займемся начинкой. Я взяла 3 сочные груши, хотя по факту хватило бы и парочки. Форма заполнилась очень быстро. Помыла их, удалила сердцевину и хвостики. Нарезаю плоды тонкими пластинками. Укладываю их по кругу прямо в складки теста, помогая ножом аккуратно отодвигать слои. И вот теперь сыр камамбер. Это мягкий французский сыр из коровьего молока. Его главная фишка в контрасте текстур. У него плотная белая корочка снаружи и нежная сердцевина внутри. Он великолепно сочетается с фруктами. Нарезаю целую пачку на пластинки и также распределяю между прослойками теста и груши. Подготовим заливку. Это база для нашего невидимого яблочного или, как в нашем случае, грушевого пирога. Беру яйца, обычный сахар и немного ванильного сахара для аромата. Взбиваю все венчиком до легкой пены. Вливаю молоко, еще раз перемешиваю и равномерно распределяю смесь по всей поверхности. На упаковке было сказано выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 или 190 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Я поставила на 180 без конвекции на средний уровень.
Проходит 20 минут. Достаю форму и вижу. Красавец. Румяный, ароматный, просто загляденье. Решила проверить, пропекся ли он до дна. Немного сковырнула край и поняла. Внизу он остался глывковатым, сырым. Что я сделала? Присыпала сверху миндальными лепестками, полила медом и отправила обратно в духовку. Но температуру снизила до 170 градусов. Оставила еще на 15 минут. Пирог стал еще красивее. Миндаль поджарился, а мед помог корочке карамелизоваться до красивого состояния. Он подстыл, я его разрезала, и слои пропеклись. Но все равно слоистости, как в слоеном тесте, хрусткости вот той не было. Пирог был готов, он был вкусный для меня. Но думаю, что все же он не получился. Пришла моя подруга и умяла пару кусочков. Сказала, что все вкусно и ей понравилось. А я вот все сидела и думала, получился он все же или нет. А вы как считаете, получился у меня пирог? Поделитесь своими наблюдениями и опытом в комментариях. Думаю, другим зрителям тоже будет интересно почитать. А вдруг кто-то так же, как и я, столкнулся с такой дилеммой. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. До встречи в комментариях и следующих видео.